Привет всем! Если вы сейчас в Японии, но устали от шума мегаполиса и ищете тишины и спокойствия, я искренне советую вам заглянуть в префектуру Сайтама, в городок Нагаторо. Вот куда мы сейчас едем на поезде. Дорога из Токио занимает всего 2 или 2,5 часа на поезде или машине. Это очень удобно для поездки на один день. Здесь потрясающая природа и столько способов по-настоящему расслабиться. Можно сплавиться на лодках по реке, подняться на канатную дорогу или просто гулять в горах, вдыхая чистый воздух. Тут очень красивые храмы и прекрасная местная кухня. А если хочется больше движения, можно взять на прокат велосипед, обычный или электрический, и объехать все окрестности. Их можно брать в аренду обычно около станции. Около станции есть бюро информации, и там прямо рядом можно брать в аренду велосипеды. Первый раз мы приехали сюда 28 февраля, мы приезжали с семьей, я видео сюда ставила. Мы хотели покататься еще на лодочках, но в этот день там было закрыто, мы не смогли. И в этот раз мы приехали с подружкой и нашими детьми. И вот сначала мы идем кушать вараджи кацу. Это деликатес этих мест. Название пошло от традиционных соломенных сандалий, на которые эти шницели похожи своим размером. Это шницели из свинины. Они очень вкусные, мягкие, без жира. Замечательные. Мы их ели впервые 28 февраля, когда мы приехали сюда в первый раз. Я заранее всегда исследую местность, где что интересно, где что вкусно. И вот это вот вараджи кацу считается именно легендарным деликатесом этого места. И посмотрите, какая сакура. Нам еще повезло с погодой и с тем, что цвела сакура. Мы были в восторге. И вот сейчас мы направляемся в ресторан. От станции пешком идти минут 5. Вот мы пришли. Я заказала ресторан заранее. И здесь, что интересно, здесь разносит еду робот-официант. Дальше будет заказывать, вот смотрите, приехал робот-официант, заказываешь все через QR-код, и потом вам приносят вот этот робот-официант ваши заказы. Вараджи кацу – это очень тонкий, но огромный свиной шницель в панировке. Обычно в порции подают 2 такие котлеты поверх чашки риса. Вот здесь они есть, и они по форме и размеру действительно напоминают пару соломенных сандалий. Вот пара соломенных сандалий. Я себе в этот раз взяла одну, а не пару, потому что я слишком переела в прошлый раз. Хочу заметить, что эти шницели, они совсем не жирные, а панировка пропитана специальным сладковато-соленым соусом на основе соевого. И поэтому мясо становится невероятно ароматным и нежным. Вот мы пообедали, и теперь идем кататься на лодочках. Прогулка на лодке по реке Аракава длится около 20 минут. Есть 2 маршрута, курс А и курс Б. Курс А начинается от моста Ахаяна до скал Ивататами. Здесь больше порогов и брызг, идеально для тех, кто хочет немножко адреналина. И мы, вот здесь билеты я вам показываю, 2000 йен для взрослого и 1000 для ребенка. Вот, и за нами приехал автобус, и мы поехали на этот курс А. А курс Б – это прям от Ивататами, вот этих скал таких интересных, вниз по течению. Это путь более спокойный и созерцательный, с очень красивыми видами на скалы. Здесь очень удобно, что туристов забирает автобус, вот мы на нем, и отвозят к месту старта или обратно к станции.
В Нагаторо нет таких толп, как в Токио, поэтому здесь вы почувствуете настоящее умиротворение. Мы приплыли к самому сердцу Нагаторо, скалам Ивататами. Это удивительное место называют геологическим музеем. Горные пласты здесь лежат ровно, что напоминает маты татами. По ним можно гулять часами, любуясь тем, как река пробила себе путь сквозь древний камень. Вот мы сейчас приплыли и идем гулять по этим скалам, по этим горам Ивататами. Особенно красиво здесь сейчас, когда холодный серый камень контрастирует с природой и голубым небом. Прогулявшись здесь и еще по этим улочкам и магазинчикам, мы немножко приустали и потом решили зайти в очень вкусное кафе. И потом, отдохнув, пошли на канатную дорогу. Регион Чичибу, где находится Нагаторо, это не просто природа. Это священная земля паломников.
Здесь пролегает маршрут из 34 храмов богини милосердия Канон. Кстати, 2026 год особенный. Раз в 12 лет двери храмов открываются для всех желающих увидеть тайные статуи. Если вы ищете не только тишины, но и духовного обновления, сейчас лучшее время, чтобы приехать сюда. Японцы верят, что молитва, совершенная в год лошади в Чичибу, обладает особой энергией. Паломничество в этот год приносит гораздо больше заслуг благой кармы, чем в любое другое время. Именно поэтому в 2026 году здесь будет много людей в белых одеждах и с посохами. Все хотят успеть получить благословение, которое выпадает лишь раз в 12 лет. Но мы в эти храмы не пошли, потому что мы с детьми, и там удобнее путешествовать на машине. А детям ходить по храмам не очень интересно. И вот мы приехали здесь, покатались на лодочках, сходили на канатную дорогу, зашли в парк. Мы не успели в зоопарк в горах сходить. Мы там были в прошлый раз. Ну, детям было очень весело. Ну а кто хочет совершить паломничество здесь, в Японии, то вот этот путь из 34 храмов очень интересный. Всем советую. По пути в кафе мы увидели вот этот парк. Вернее, дети увидели. И им захотелось очень покататься на качелях. И здесь очень было живописно, сакура, вот эти горы. И мы решили зайти ненадолго. Моя дочка так тут наигралась, что потом в кафе сидела уставшая на диванчике.ゆののちゃん、何してるんですか？そこにはハーブとマスタードが効いたスパイシーなマッシュポテトが入ってます。ちょっとだけピリッときます。こちらのバゲットをつけて食べても美味しいです。まずワイングラス。У этого места был высокий рейтинг, и поэтому я очень хотела прийти сюда. Я всегда заранее исследую все рестораны, какой у них рейтинг, а потом иду. И нам здесь очень понравилось. Перекусив и отдохнув, мы отправляемся на канатную дорогу. К сожалению, уже мы не успеем в зоопарк, потому что близко время к закрытию. Там он закрывается где-то в 4 часа. И надо спешить на канатную дорогу, потому что она тоже закрывается в 5 часов. Здесь по пути очень будет красивый храм. Мы в прошлый раз туда ходили. Но мы там долго не были, потому что надо было спешить. И вот мы шли по этим красивым улочкам с сакурой, созерцали эту сакуру. Было очень нам весело. В общем, смотрите.ちょっとねえ変な人いる。じゃあ止めていい？
И вот мы подошли к храму Ходо-сан, который находится недалеко от канатной дороги. Я не буду про него подробно рассказывать. И в прошлом видео я уже говорила и про этот храм, и про легенду о Белом Волке. В общем, тоже очень замечательный храм. Мы зашли сюда и потом пошли на канатную дорогу. Канатная дорога на гору Ходо работает здесь с 1961 года. В этих ретро-кабинках чувствуешь себя так, будто переносишься в прошлое. Всего 5 минут подъема, и ты на вершине, где нас встретил зоопарк, но мы в него не смогли пойти. В прошлый раз мы там были. Кому интересно, посмотрите видео. И потрясающие виды на цветущую сакуру и вообще на эту местность. Очень красиво. Здесь воздух совсем другой, очень свежий и чистый. Мы поднимаемся на высоту 453 метра. Здесь открывается панорама всей долины Чичибу и горного хребта. Вот мы пришли на станцию Ропвей. И сейчас будем подниматься на площадку обозрения. И там посидим, посозерцаем. Hi, what do you?
Этот день Нагаторо стал особенным еще и потому, что мы провели его в замечательной компании. Мы поехали с моей подругой и ее дочкой, и это было лучшее решение для весенних каникул. У нас с подругой так много общих интересов, что нам всегда есть о чем поговорить, а детям вместе было вдвойне веселее. Было так приятно видеть их счастливые глаза, они были в полном восторге и от брызг воды во время сплава на лодках, и от тех самых огромных шницелей вараджи кацу. А после обеда мы устроили себе сладкий перерыв с пирожными и отправились на канатную дорогу. Знаете, Нагаторо – это именно то место, где и взрослые, и дети могут найти свой идеальный отдых. И в Японии вообще много таких мест. Мы много смеялись, гуляли среди цветущей сакуры на вершине горы и вообще по этому городу, и просто наслаждались моментом. Эти весенние каникулы точно запомнятся нам надолго. Я ставлю влоги о Японии каждую неделю. Кому интересно, подписывайтесь. Давайте познавать Японию вместе со мной. И вот мы едем в поезде, уставшие, но такие радостные. И вот мы подъехали уже к дому, и у нас вечерняя сакура с подсветкой, тоже очень красиво. И спасибо вам еще раз. Подписывайтесь. Всего вам доброго.